Этим двум дизайнерам интерьера была предоставлена фотография пустой роскошной квартиры. У них есть полная свобода действий, чтобы оформить ее так, как заблагорассудится. Я Надя, я дизайнер интерьеров, и мой подход к дизайну – это эксперименты с цветом, яркие акценты в деталях и декоре. Я Катя. В своих интерьерах я люблю сочетать мягкость и грубость, практичность и функциональность. Мои интерьеры максимально для жизни. Никаких клиентов, никаких ограничений, просто пустое пространство. Первое, на что я обращаю в этом помещении, это, конечно, простор. Комната большая, просторная, с высокими потолками, большое окно в черной раме. Это очень классно, модно, явно дом бизнес-класса и ремонт от застройщика. Полы такие тусклые, серые, мне не очень нравятся, и плинтуса в цвет полов. Но это явно сейчас уже не очень в моде. Передо мной белая комната. Что мне здесь нравится? Это панорамные большие окна в пол, и то, что застройщик сразу сделал на трипольный конвектор. Хорошо, что окно в черном цвете, потому что мы всегда меняем цвет рам, практически всегда, потому что это сильно влияет на впечатление квартиры. А что, если этот интерьер для молодой пары, для творческой, которая любит очень много путешествовать, впитываться разной религией, культурами? Им явно подойдет что-то такое экстравагантное. А поэтому я решила сделать такой современный интерьер, суперсовременный, но с такими элементами Востока, Азии. Это будет очень круто и интересно. Так как здесь вид из окна на мегаполис, а что если здесь будет жить молодая, успешная бизнес-леди? Я бы хотела сделать это пространство максимально уютным, чтобы после тяжелого рабочего дня она смогла прийти в свою комнату и расслабиться. Для стен я выбрала декоративную штукатурку, такую с мазками кораллового красного цвета. Это очень классный цвет. Декоративная штукатурка имеет текстуру замши. Отделку стен я выполнила декоративной штукатуркой. Это бархатистое матовое покрытие с эффектом замши. Производитель Азара – коллекция Велатто. Декоративная штукатурка – это износостойкое покрытие. Оно намного практичнее, чем покраска стен. Если у заказчицы будут дети и немного испортят стены, то всегда можно будет восстановить первоначальный вид. В углу комнаты я добавлю камин. Подиум камина будет облицован керамогранитом с текстурой террасы в светло-серо-бежевом оттенке, а сверху конструкция будет возводиться из гипса и гипсокартонных листов. Отогнутый край, который напоминает лист бумаги, будет отливаться гипсом. И это будет эффект такой скрытой пещеры, внутри которой горит огонь. Сочетание светлых и темных теплых структур придаст контрастности фактурам. На акцентную стену в зоне изголовья я выбрала фотообои с темой тропики. Они очень классно смотрятся, они имеют такой состаренный эффект с фактурой песка, такого серого бежевого цвета. Это фотообои флизелиновые российского производителя. У них длина 4 метра на 2,70. Цена у них 6000 рублей. Я их выбрала, потому что они визуально приглушают вот этот вот красный цвет на стенах, и будет спальня выглядеть спокойнее. Когда я придумывала этот дизайн, я смотрела фильм «Дюна 2». Мне он настолько понравился, что я решила привнести что-то в свой дизайн. На стык обоев и декоративной штукатурки я сделала такую волнообразную полосу, которая повторяет эти песчаные дюны в фильме. Его можно изготовить из латунных листов и состыковать. Это будет очень красиво и дорого смотреться. Или его можно сделать из патали, которую можно нанести на какой-то там, допустим, тот же ДСП. Мы так делали в одном из наших YouTube-проектов, делали вставки в пол и покрывали их эпоксидной смолой. Это смотрелось очень круто и в разы дешевле, чем латунь. При кровати я хочу добавить панели в натуральном шпоне. Я выбрала оттенок беленый дуб. Это такой натуральный оттенок, который придаст нам уединение с природой. Между панелями я хочу добавить декоративную штукатурку с эффектом скалы. Она будет выполнена из штукатурки с хлопковыми волокнами, имитирующими ткань. Производитель Calway – коллекция Ривьера. Глубина нанесения штукатурки может достигать 2 см. Благодаря этому мы сможем играть рельефом. Здесь у нас окно большое, черного цвета. Я хочу его максимально изменить и сделать зеленым. Все-таки это первое, что мы видим, когда заходим в это помещение, и это будет таким вот акцентом. И чтобы зеленого было много, я сделаю снизу глухую часть. Это будет гораздо интереснее, цвета будет больше.
За счет штор я расширю окно. То есть шторы мы сделаем от угла до угла, и визуально окно будет шире. Цвет штор я хочу сделать таким нейтральным, подходящим под общую цветовую гамму. Фактура штор это будет натуральный лен. Шторы я повешу на багетку черного цвета. Это придаст такую аутентичность и дополнительную деталь черного цвета. Чаще всего в новостройках люди хотят черные окна, а у нас они уже здесь есть. Но я хотела бы смягчить немного зону окна. Для этого я добавлю шторы из льна, они придадут легкости спальне. Во-вторых, я добавлю деревянные жалюзи. Если немного приоткрыть жалюзи, то мягкий свет будет проникать через всю комнату, и это придаст декоративный эффект. Пол я заменю на кварцевый ламинат, потому что мне этот пол не нравится совсем. Этот кварцевый ламинат я выбрала производителя Fargo. Цвет дуб кантри, цена у него 2500 рублей за метр квадратный. Он имеет такую тесненную поверхность структуры дерева, такого теплого оттенка. Это придаст дополнительную натуральность полу, немножечко такой кантри-эффект. А самое главное, он будет очень хорошо перекликаться с будущим потолком. Эти полы я решила заменить и использовать такое покрытие, как кварцевый ламинат. Мне оно нравится тем, что структура похожа на натуральное дерево, также его можно использовать с теплым полом, и он водонепроницаем. Я решила сделать на потолок дерево. Это у нас обычные доски, которые можно купить в столярной мастерской, сделать их на потолок и разбавить вот такими балками из полиуретана, например. Они имеют такую грубую фактуру, прям деревянными смотрятся, особенно с высоты нашего роста. Цена у них где-то 1800 рублей за метр, либо их можно сделать шпанированными. Это будет подороже, но там прям будет структура дерева. Они будут стоить 7000 рублей за метр. Я считаю, что белый потолок здесь ни к чему, и он будет выбиваться из общего пространства. Поэтому потолок я сделаю таким же покрытием, как и стены, в этом же оттенке, и это придаст целостности помещению. Так как стена в изголовье кровати у нас очень акцентная, кровать я выбрала простую, таких вот нейтральных цветов, такую светло-бежевую под обои. Она имеет плавные формы на изящных металлических ножках, которые облегчают ее. Производитель кровати Ideal Beds Камила, цена у нее 82 тысячи рублей. Кровать я выбрала отечественного производства, Теплоконцепт. Стоимость кровати 230 тысяч. Это кровать в заниженной посадке, что придаст комнате больше света и воздуха. Для обивки кровати я выбрала материал такой, как велюр. Он очень стойкий и мягкий на ощупь. В зоне отдыха я расположила кресло. Оно имеет очень плавные изгибы, смотрится очень эксклюзивно. Я его сделала намеренно ярче стен, но в том же оттенке. Кресло это Lino Mini российского производителя Кома Касса, и цена у него 92 тысячи рублей. Оно имеет эстетику тончёных плавных линий, изготовлено из дорогих материалов и очень удобное. У окна я располагаю два кресла бионической формы, производитель Atlas, стоимостью 41 тысяча. Сидя на них, у нас открывается прекрасный вид из окна. Для обивки кресел я выбрала также материал велюр, но в более холодном оттенке, так как они стоят у окна и будут наливаться светом. Рядом с креслом я решила поставить такой брутальный журнальный столик. Я его назвала для себя слоновий, потому что у него такие интересные рифленые ножки. Это датский бренд Nor 11, и цена его 78 тысяч рублей. Также у кресел я хочу добавить круглый журнальный столик. Он будет выполнен из натурального массива дерева. Диаметр его 60 сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы поставить поднос с блюдцем и чашкой кофе. Выбирая натуральные материалы, это дает нам долговечности, так как всегда можно будет восстановить. Прикроватную зону я решила сделать из столиков журнальных разного размера. Самый яркий столик у нас круглый, блестящий, желтого цвета. И мне нравится, что он перекликается по форме с люстрами. То есть они тоже имеют такие плавные изгибы, как на нем. Это бренд Swig, модель Kumba. Цена у него 18 тысяч. Нашла я его на La Redoute. Рядом с ним я поставила матовый черный столик. Он уже пониже. Тоже я нашла его на La Redoute. Это бренд уже AMPM, немецкий бренд по доступным ценам. И мне нравится, что он перекликается с журнальным столиком, который стоит у кресла. Форма у него довольно-таки экзотическая, и цена 13 200.
Тумбочки уже ходят на задний план, так как многие любят минимализм и ничего лишнего. Поэтому я поставила прикроватный столик, чтобы не захламлять его ненужными предметами. Для этого у девушки будет просторная гардеробная. Вы посмотрите на форму этого столика. Он мне напоминает зефирку. Столик выполнен из арт-бетона и весит более 20 килограмм. Казалось бы, такая мягкая форма, но такой грубый и тяжелый материал. Напротив кровати для хранения я сделала большой такой комод, он называется буфет. Нашла я его на Ля Редут, такой цвет палисандра, ножки металлические, легкие, они дают такую невесомость. У него рифленые фасады также перекликаются с тем же журнальным столиком. Зону напротив кровати я хочу оставить пустой. Это добавит еще больше воздуха и света по комнате. У нас у каждого типа материала есть свои фавориты. Это когда долго-долго ищешь, потом находишь и говоришь, вот это лучше всех выглядит по цене-качеству оптимально. Напольное покрытие мелкой елкой – это выигрышное решение в любой интерьер. Здесь мы остановились на фаргах Herringbone. Это кварцевый ламинат маленькими плашками. Стопроцентная водостойкость и совместимость фарга с теплым полом делают возможной укладку мелкой дворцовой елкой не только в гостиной, кухне, спальне и прихожей, но и даже в ванной комнате и на лоджии. А учитывая небольшую площадь гардеробных и ванных комнат, маленькая плашка – это просто находка. Посмотреть, как будет выглядеть пол в вашей квартире, можно в 3D-подборе пола по ссылке в описании онлайн. Загружайте фото вашей квартиры и выбирайте разные варианты. У коллекции Herringbone 20 вариантов цветов. Я рекомендую присмотреться к этим двум. Вяз Оксфорд и дуб Неаполь. Ссылка на материал и на 3D-подбор пола в описании. Основным самым ярким источником света я сделала 3 подвеса в центре комнаты. Они разного размера, на разной высоте. Они дают очень красивый свет на потолок, и блики, тени, потому что они имеют такую сетчатую структуру. Выполнены они, мне кажется, из ротанга или дерева, из чего-то такого. Телевизоры отошли уже на задний план в спальной комнате, и все чаще их размещают в гостиной зоне, так как спальня – это больше про расслабление, сон и отдых. Я очень люблю рассеянное освещение. Оно наполняет комнату мягким светом. Поэтому я не стала делать никаких точных светильников на потолке, так как яркий свет придает дискомфорт нашим глазам. Единственное, что я добавила на потолке, это люстру в форме облака. Как приятно будет проснуться утром, открыть глаза, а там тебя встречает такое милое облачко. В зоне кровати я решила сделать такой разноплановый свет. С одной стороны сделать подвес, с другой стороны сделать бра. Слева я сделала подвес. Он дает много света с такими черными детальками. Бренд это Mytone, цена у него порядка 14 тысяч. Мне он нравится тем, что он дает классный свет на вот этот вот золотой молдинг. Он будет прям гореть на фоне него. Бра, с другой стороны, имеет такой завершающий штрих, потому что оно находится прям вот под этой волной. И мне нравится, что он служит таким акцентом. У него рифленое стекло, золотые детали, оно очень гармонично вписывается в наш интерьер. Цена этого элемента порядка 25 тысяч рублей. У зоны кровати слева я расположила бра. Плафон бра выполнен из ткани рогожка. Через нее будет проникать мягкий рассеянный свет. А справа я расположила подвес. Он выполнен из шерсти мериноса. Это полностью ручная работа в технике макраме. Меринос – это коронная овечка. В зоне кресла я ставлю торшер обязательно, потому что это удобно всегда рядом с креслом иметь источник света. Его бренд AMPM, оно золотого цвета, такой минималистичный. Мне очень нравится, как он вписывается в интерьер. Также еще одним источником света у нас служит лампа декоративная, такой дизайнерский элемент, чтобы привнести такую современность к нашему такому восточному интерьеру. Она у нас винного оттенка, сделана из поликарбоната. В лаунж-зоне я добавила напольный торшер. Он будет давать направленный свет. Таким образом, у нас в комнате будет естественное освещение, рассеянное и направленное. Все светильники я выбрала у разных производителей, и они выполнены из разных материалов. Я совместила бетон, металл и ткань. И посмотрите, как вместе они дополняют друг друга.
В качестве декора и для уюта я решила добавить на пол уютный круглый ковер. Он у нас размером 2 метра, довольно-таки большой. Частично он заходит под кровать, имеет такой размытый рисунок, такой орнамент, очень хорошо вписывается в наш интерьер. Он, в отличие от безворсового, имеет мягкость. Это очень комфортно, когда вы там с утра встаете с кровати. Под кроватью я разместила большой ковер индийского производства Dovely House стоимостью 80 тысяч. Он выполнен из шерсти, полностью ручная работа. Слева в дальнем углу у окна я сделала много-много цветов, то есть тропических, каких-то экзотических. Это может быть и банановое дерево, и там какой-то фикус лирата и так далее. Они должны быть разнообразные, разной высоты. И так как здесь есть зеленые элементы, то растения здесь вписались прям вообще органично. Для декора я также добавлю комнатное растение. Возьму оливковые деревья. Они придадут комнате свежести и кислорода. Телевизор я здесь делать не стала, потому что он вообще не вписывается в интерьер. И на самом деле, по опыту, это сейчас вообще не популярный элемент интерьера, потому что все смотрят компьютеры, ноутбуки. Вместо него, чтобы поддержать обои, в зоне изголовья, я решила повесить такое полотно изо льна. Оно очень круто смотрится. На нем тоже изображены джунгли, тоже в такой же цветовой гамме, как и обои. Они вместе очень гармонично смотрятся. Оно большое формата, 1,5 метра, и является таким большим пятном на фоне красной стены. Оно уравновешивает. Я получила то, что хотела. Мне очень нравится этот интерьер. Он получился яркий, сочный, с большим количеством деталей, а именно для такой творческой, креативной пары. Главный арт-объект этой комнаты — это бетонное зеркало. Оно весит более 80 килограмм. Вы когда-нибудь затаскивали такое тяжелое зеркало в свою квартиру? О, как классно у нас получилось, такие разные интерьеры. Это такой трендовый вообще. Как тебе получилось подругать эти цвета? Они просто гармоничны между собой. Я хотела сделать что-то яркое. Вообще у тебя очень стильный такой интерьер. Это зеркало вообще просто шикарное. Это для девушки интерьер? Да, я создавала для успешной бизнес-леди, чтобы она после рабочего дня тяжелого смогла окунуться в такой мягкий интерьер и расслабиться. Что ты сделала с потолком? Это натуральное дерево? Да, просто натуральное дерево, все. Я вижу, что это какой-то у тебя азиатский стиль, а есть ему название? Для меня это какая-то эклектика с восточно-азиатскими элементами, что-то такое. Хотя, мне кажется, это прям джапанди, да? Да, это джапанди, сочетание японского и скандинавского стиля. Вот это зеркало мне вообще не дает покоя. Мне кажется, оно такое тяжелое. Да, оно тяжелое, весит более 80 килограмм, но оно очень устойчивое и никуда не денется. А эти балки на потолке, они крепко закреплены? Конечно. Это все-таки полиуретановые. Они, кстати, не такие тяжелые, и поэтому все будет нормально. А, они внутри пустотелые? Да.